Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Сегодня очень важная осенняя тема, и от того, насколько мы подготовим свои дачи, свои помещения к зимовке, во многом зависит сохранность и урожая, и продуктов питания. Все дело в том, что осенью начинается сезонная миграция, массовая миграция грызунов с открытого воздуха, с полей, с участков в помещение. То есть грызуны ищут для себя более комфортные условия, поближе к пище, на улице пища заканчивается, зерна, растения и так далее. Все это есть, зато у нас в подвалах, у нас в теплицах, у нас в дачных домиках. Зная об этом, естественно, мы каждый год предпринимаем некоторые меры для борьбы с грызунами, чтобы их рядом с нами не было. Да, если перезимовали с людьми весной, грызуны уходят опять куда-то на вольные хлеба, как говорится, но за зиму они могут сделать для нас очень много неприятностей. Поэтому каждый год мы боремся с ними, и в том числе в этом году я заказал пару недель назад тоже препараты, которые зарекомендовали себя очень эффективно. И вот сегодня мы приехали, чтобы провести раскладку на даче в нужных местах этих препаратов. И что я увидел? Что я увидел, я вам сейчас и хочу показать. Битва за урожай практически закончена. Еще растут некоторые культуры у нас. Но, тем не менее, мыши уже начали переселяться. На нашей даче есть такой нежилой дачный домик, он старенький. Мы не живем в нем, но в нем мы сохраняем некоторые припасы, наши урожаи, частично выращенные, инструменты сохраняем. Ну, если вкратце, друзья, вот лук мы собрали, смотрите, он здесь подсыхает. Здесь ему комфортно, он сохнет, выстаивается, вызревает, как говорится. Здесь же мы сохраняем наш чесночок, тоже собранный с наших грядок, ну, тюльпаны выкопанные и так далее. Инструменты, все здесь сухо им и тепло. Так вот, пару недель назад получил препарат от мышей. Приехал сегодня, собирался раскласть его, открываю коробочку, но она была открыта. Я осмотрел препарат еще раньше, конечно, пачки не раскрывал. И что я увидел? Для того, чтобы более подробно вам показать, что произошло, я одену перчатки. А при работе с любыми препаратами от грызунов, от насекомых, вредителей, нужно применять меры личной гигиены. Однако давайте все-таки вернемся к препаратам. Я их поставлю вот сюда, коробочка чистенькая. И смотрите, друзья, вот в коробке запечатанные упаковки, они погрызенные. Мыши их погрызли. Может быть, крысы, я не знаю. Вот одна коробочка, пока в сторону ее. И вторая. Препарат Талон называется, название препарата. И в двух препаративных формулах. Вот этот в гранулах, но я брал специально в двух, где как удобнее будет использовать. В гранулах то же самое, погрызено. И вот в таких брикетах восковых, то же самое. Я вижу, даже в брикетах пачка погрызена больше. Я не хочу сказать, что вкуснее им показался, но однозначно могу сказать, что в этих двух формах вот этот препарат очень вкусовую привлекательность высокую имеет для грызунов. Если они обнаружили этот препарат даже в упаковках. Давайте откроем, посмотрим, и я расскажу, как мы его будем использовать. На самом деле очень важно, чтобы препараты приманки обладали высокой вкусовой привлекательностью. Почему? Потому что, смотрите, рядом продукты питания у нас, лук, луковицы, тюльпанов, которые мыши очень часто повреждают на хранении. Они их не тронули. Они пришли к препарату, они погрызли вот эти коробки. Для того, чтобы лучше контролировать распространение любых препаратов, связанных с отпугиванием либо уничтожением грызунов, мы используем какие-либо контейнеры. Ну, в данном случае ненужные баночки. Именно в банке я насыпаю, либо раскладываю препарат. Давайте откроем вместе с вами, посмотрим, как он выглядит. Это восковые брикеты. Вот так они выглядят. И помещаем в баночку. Все. Сейчас разнесем, покладем вот так вот баночки. Крыса, мыша, она туда залезет, но в то же время меньше доступа постороннего будет. А благодаря высокой пищевой привлекательности грызун обязательно туда залезет. Следующее. Ну и давайте две баночки тоже я насыплю уже так. Потом более подробно буду. Это гранулированный препарат. Тот же препарат, но в виде гранул. Если у вас где-то зерно,
сохраняется. Припасы в погребе, корма для животных, в том числе пищевые продукты для людей. Вот как выглядят гранулы. То же самое насыпаем понемножку буквально. Коробка большая, можно такой коробкой, ну, на расстоянии 5-10 метров друг от друга, вот эти приманки, ловушки, мы будем сейчас с вами вместе размещать. Первую я хочу в такой тоже нежилой комнате на даче. Вот так вот баночку покладем где-то под диваном. Ну, а где грызуны ходят? Стежки-дорожки. Ну, где-нибудь вот в таких местах именно они и ищут себе что-нибудь покушать. Еще одна комната тоже в уголке положим. Это уже я здесь брикет такой покладу. Все, найдут вообще без вопросов. В случае необходимости мы всегда можем проконтролировать. Был здесь грызун, не было здесь грызуна. Ну и в случае необходимости, естественно, очень легко этот контейнер взять и убрать. И давайте в теплицу 2 контейнера тоже, потому что в теплице они зимуют очень неплохо и вредят нам. Почти пустая уже тепличка, выращивание практически закончилось. Есть немножко еще осталось высокорослых томатов, но мы их по мере необходимости используем в пищу. Вот такие красавцы. Это Бадерин. Очень понравился нам этот гибрид в этом году. Неплохой такой и урожайный. И смотрите, сейчас конец сентября. Мы целое лето их кушали. Ну давайте где-нибудь поразмещаем. Вот здесь покладем одну баночку. Это чтобы, знаете, птички сверху какие залетят, там, ну, другие, не предназначено для кого. И вот, кстати, смотрите, что можно увидеть. А вон, как бы там ни проход, уже начинают они накапывать. Очень такое, и вот здесь что-то такое подозрительно похожее. Но, я думаю, они рванут. Сюда просто рванут на вот эти приманки. И через 3-4 дня их у нас на даче уже не будет. Так что, друзья, если у вас такая проблема, что с наступлением холодов заходят грызуны массово, то обязательно с ними боритесь. Не ждите, когда они начнут массово вам вредить. Сейчас много припасов у людей сложено на дачах, в подвалах и так далее. Поэтому вот нужны такие препараты, которые перебьют вкусовые качества всех припасов и привлекут мышей на себя. Один из таких препаратов я вам только что показал. И сами видели на живом примере, как они на него буквально бросаются. На этом видео закончу. Всем жизни на дачах и в ваших домах и квартирах без грызунов. Желаю мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.